Если вы себя считаете умнее, мудрее, тогда меня не слушайте. Оно вам не надо. Вы и так уже развитый человек. Когда ты слабый, они на тебя нападут. Соответственно, что это даст тебе опыт? Чтобы ты не был слабый. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Гениально, все очень просто. Энергия индиго делает нашу жизнь ярче, красивее и богаче. Сегодня мы с вами поговорим на тему магия. Да, жик. Они могут льва научить. И без них тоже нельзя. Когда ты слабый, они на тебя нападут. Соответственно, что это даст тебе опыт? Чтобы ты не был слабый. Они всегда нападут на тебя тогда, когда ты будешь слабый. Но, соответственно, и лев понимает, что ему нельзя быть слабому. И он вынужден постоянно быть в джунглях на остро, питаться, жить, выполнять свои функции, там, вожака стаи или еще что-либо. Шакалы всегда придут, когда кто-то будет слабый. Но не в том дело, что это оскорбительное слово для них. Они выполняют как гиены. Они чистильщики. Если человек нравственно падает, как раз энергии, но в жизни все очень это связано с энергиями. Подобное притягивается к подобному. Ситуации. Если посмотреть на молекулярном, это просто вот такое явление. Подобное притягивается к подобному. Если это не брать во внимание в реальной жизни, а в реальной жизни как это работает? Если показал руками, это работает так, да? Вроде бы как-то чуть-чуть понятно. В реальной жизни тот идет на того заказывает, тот наводит порчу на третьего, и оно так же самое идет. Но если смотреть на это с энергетической точки зрения, это вот такие, знаете, как круговые движения, которые приводят того же к наказанию, он получает по заслугам, тот выполняет свои дьявольские дела. Но это такая. Но очень тоже этим тяжело, потому что они могут нарываться на других, на более сильных. На одного льва, на двух львов. Тогда уже гиенам не добровать. Они тогда разбегаются. Гены даже более такое приятное, то шакалы такое жесткое. Я никого из вас, маги-волшебники, не хочу обидеть. Прежде всего. Но у каждого есть свое место в этой жизни. Что может помочь обычным людям? Мой совет. Никогда не идите ни к каким гадалкам, ни к каким магам. В моей жизни было. Я был и у гадалок, и у магов, у волшебников. Они вам чуть-чуть помогут, но запутают еще больше, чем до этого вы были. Это хитрые уловки низкочастотных вибраций. Дать кусочек, а забрать буханку хлеба. Но это не работает так. Даже эти маги, они этого могут не понимать. Они выполняют свою лишь функцию, что они должны делать. Это должен понимать тот человек, который пришел. Он даст чуть-чуть, а заберут у него больше. Это слова предостережения вас в будущем идти к каким-то гадалкам и магам. Вот именно гадание.
Сейчас в телевизоре преподносят это очень развлекательно. Я сам иногда смотрю и удивляюсь. Но поверьте, они затуманивают ваше сознание. Они вас уводят от реальности мира и принятия своих индивидуальных, правильных решений. Они вам навязывают мысли низкочастотных вибраций. Это правда, это неправда, это был, не был. Это уже все чушь, что они показывают. Поймите, этого не надо бояться. Это должно быть. Пусть искушается слабый. Только слабый пойдет туда. Помните это. Но слабый сделается еще слабее. В ту минуту, когда мог он подумать сам, он отдает возможность, чтобы ему сказали низкочастотные силы. Но ему все равно придется потом в один момент принимать свое решение. Личное. Они у вас заберут энергию, и ваша жизнь лучше не станет. Если вы узнаете, что завтра с дерева упадет листик, он и так упадет листик завтра, поверьте. Осень пришла. Они не могут никак повлиять на жизнь. Они могут только вас в болото утянуть. Улыбаючись и преподнося это как забаву. Всего лишь. Постарайтесь это услышать, понять. Это говорю не только я. Это говорили все мудрецы, без исключения. Если вы себя считаете умнее, мудрее, тогда меня не слушайте. Оно вам не надо. Вы и так уже развитый человек. Но когда будет плохо, то будет плохо вам, а не мне. Этому надо уделять внимание в вашей жизни. Не ходите никаким магом. Не пытайте иллюзий, что вас воскрешат и сделают здоровым. Трудитесь. Если ваша жизнь привела к той или иной травме, или кто-то, как вы говорите, нагадал, некоторые порчу наложил, эта жизнь привела. И так и надо. В этот момент вы должны задуматься над собой, над своими поступками, над своими желаниями. Это сама жизнь говорит вам, пришло время думать. Если у человека травма, пришло время думать. Просто так не дается. Это уже нажатие идет. Жик. Дорогие мои, я вас люблю, обнимаю. Извиняюсь, что я так вошел в этот энергетический экстаз. Мы продолжим наше видео. Это первое, будет второе. Не бойтесь ничего. Никуда не идите никаким гадалкам. Вы сильные, поверьте в себя. Я вас всех люблю, целую, обнимаю. Подписываемся на канал. Дальше будет еще больше. Мужикам, рис, девушкам. Люблю, обнимаю. Стариков, бабушек обнимаю. Искренне люблю. Всем хорошего настроения. Крепитесь. До новых встреч. Постоянно буду в джунглях на остров. Но когда будет плохо, то будет плохо вам. Того же к наказанию он
получает по заслугам, тот выполняет свои дьявольские дела. Жик.